Жил-был в своей норе под землей хоббит. Не в какой-нибудь мерзкой, грязной, нет. Нора была хоббичья, следовательно, благоустроенная. Ничего волшебного в хоббитах нет. Они одеваются ярко, башмаков не носят, потому что от природы у них на ногах теплый пушистый мех. У них очень симпатичные лица. Часто смеются, особенно после обеда. А обедают они дважды в день, если получится. Наш хоббит Бильбо Бэггинс был убежден, что с ним никогда ничего не приключится, и что он не позволит себе ничего неожиданного. Но я вам расскажу историю, как его втянули-таки в приключения, и, к своему удивлению, он стал совершать самые неожиданные поступки. Однажды, тихим ранним утром, в те далекие времена, когда на свете было гораздо меньше шума и много больше зелени, Бильбо Бэггинс после завтрака стоял в дверях и курил свою деревянную трубочку. Доброе утро. Что вы хотите этим сказать? Просто желаете мне доброго утра? Или утверждаете, что утро сегодня доброе, неважно, что я об этом думаю? Или имеете в виду, что нынешним утром все должны быть добрыми? И то, и другое, и третье. И еще, что в такое дивное утро очень хорошо посидеть и подышать свежим воздухом. Давайте подышим вместе. Присаживайтесь. Торопиться нам некуда. У нас, как говорится, целый день впереди. Прошу вас. Прелестно. Но мне сегодня некогда. Я ищу участника приключения, которое я нынче устраиваю. Но не так-то легко его найти. Это в наших-то краях. Мы хоббиты. Мы простой, тихий, мирный народ. Мы приключения не любим. От этих приключений одни неприятности. Одно беспокойство. Если вы хотите поискать участников, так поищите их вот там, за рекой, или вот за холмом. Доброе утро. Для чего только вам не служит доброе утро? Ай-яй-яй-яй-яй. Теперь оно означает, что мне пора убираться. Ну что вы, милейший, я, к сожалению, не имею чести знать вашего имени. Имеете, милейший сэр. А я знаю ваше. Мистер Бильбо Бэггинс. А вы мое. Верно. Да, хотя и не помните, что это я. Нет. Я Гэндальф. А Гэндальф – это я. Как? Вы Гэндальф? Представьте. Неужели же вы тот самый Гэндальф? Странствующий волшебник, по милости которого столько юношей и девушек пропали не весь куда, пустившись на поиски приключений? Нет, я прошу прощения, но я не предполагал, что вы еще трудитесь. А что же мне еще делать? Моя матушка Беладонна, она мне много рассказывала про ваши истории с гоблинами, великанами, принцессами. Ну, все-таки приятно, что вы кое-что обо мне помните. Это значит, что вы не совсем безнадежны. И ради вашей матушки я дарю вам то, что вы у меня просите. Я прошу прощения, сэр, но я вас ничего не просил. Нет. Сейчас уже второй раз попросили моего прощения. Я даю вам его. А
Благодарю. И пойду дальше. Я пошлю вас участвовать в моем приключении. Меня это развлечет, а для вас будет полезно. Благодарю вас, мистер Гэндальф. Но мне что-то не хочется. Да. Извините, но как-нибудь в другой раз. Другой. Нет, вы, конечно, заходите ко мне, когда захотите, в любое время. Ну, скажем, завтра. Выпить чашечку чая. А сегодня, как говорится, извините. Бильбо юркнул в свою нору. Согласитесь, после такого волнующего разговора следовало подкрепиться немедленно парочкой кексов и выпить глоток чего-нибудь эдакого. На другой день, как раз тогда, когда Бильбо собирался выпить чаю, кто-то с силой дернул дверной колокольчик. Дуалин, к вашим услугам. Здрасте. Здрасте. Бильбо Беггинс, к вашим. Я, собственно, собирался выпить чаю. Не угодно ли присоединиться? Прошу. Я вижу, наши собираются. Балин, к вашим услугам. Бильбо Беггинс, к вашим. Не угодно ли чайку? Меня больше бы устроил стаканчик кваса, если он у вас найдется. Но не откажусь я и от кекса с изюмом, если вас это не затруднит. Ничуть. Извините. Прошу прощения. Килли, к вашим услугам. И Фили тоже. Бильбо Беггинс, к вашим. Я вижу, Балин Двалин уже здесь. Да. Присоединимся к честной компании. Прошу. Да, очень рад. Еще кто? Извините. Еще много кто, судя по звонку. Дори, Бильбо Беггинс. Нори, Бильбо Беггинс. Ори, Бильбо Беггинс. Ойн, Бильбо Беггинс. Глоин. Бильбо Беггинс. Прошу. Располагайтесь. Прошу. Как это не похоже на вас, Бильбо, держать друзей у порога, а? Позвольте мне представить. Бифур, Бильбо Беггинс. Бофур, Бильбо Беггинс. Бомбур Бильбо Беггинс. и, обратите особое внимание, Торин. Бильбо Беггинс. Прошу. Прошу. Очень рад. Ну,
Вот мы все и в сборе. Надеюсь, опоздавшим тоже найдется что-нибудь поесть. Разумеется. Что это? Это чай. Чай? Да. Благодарю покорно. Нет, мне, пожалуй, кружку это. И хорошо бы еще крыжовенного варенья и яблочного пирога. Пирожков с мясом. И пирога с капустой. Побольше кексов. И пудинг. Чашку кофе, пожалуйста. 2 кофе. И, пожалуйста, захватите холодную курицу. Маринованных огурчиков. Чтобы им объесться и пить с этим вином. Так все будет. Не прошло и получаса, как в доме у мистера Бильбо были уничтожены все запасы. И привеселое общество в 26 рук помогало хоббиту мыть посуду. Бейте тарелки, бейте розетки, вилки тупите, гните ножи. Об пол бутылки, в печку салфетки, будет порядок, только скажи. Рвите на части, скатерти гости, лейте на стулья, жир от котлет. Горькие гости, под ноги бросьте, мажьте горчицей ценный паркет. Чашки и рюмки, час кипятком, ломом железным поворошите. Выньте, откиньте и обсушите, и на помойку все целиком. Кто там без дела сидит до сих пор? Ну-ка, беритесь за хрупкий фарфор. Тем временем опустился вечер. На черном небе, поверх деревьев, рассыпались звезды. Они устроились у камина и курили свои трубки. Прошу. Гэндальф, гномы и мистер Бэггинс. Мы сошлись в доме нашего друга и собрата по заговору, превосходного и дерзновенного хоббита, с тем, чтобы обсудить наши планы. Да? Наша цель, я полагаю, известна всем. Но, возможно, мистеру Бэггинсу да не выпадет никогда шерсть на его ногах. И некоторым младшим гномам я не ошибусь, если я скажу, что я имею в виду Хили-Кили. Ситуация может представляться требующей некоторых разъяснений. Итак, разъясняю. Очень скоро, еще до рассвета, мы отправимся в долгий путь, в опасное путешествие, из которого многие из нас, а возможно и все,
кроме, разумеется, нашего друга и советчика, хитроумного чародея Гендальфа, повторяю, может быть, все из этого путешествия не вернутся назад. Легко возбудимый субъект, подвержен необъяснимым приступам. Но один из лучших, свиреп как дракон, которому прищемили хвост дверью. Думаете, он подойдет? Легко говорить Гендальфу, что он свирепый. Да это он упал в обморок со страху. Право, если бы я не видел на дверях волшебного знака, я подумал бы, что мы попали не туда. А я сразу понял, тут что-то неладное. Он больше похож на бакалейщика, чем на взломщика. Тихо. На бока... Ага. На бакалейщика? На бакалейщика. На бакалейщика? Ну, хорошо. Я вам докажу. Я вам докажу, на что я способен. На бакалейщика. Как только я увидел ваши, извините, несимпатичные физиономии, мне показалось, что вы попали не туда. Но считайте, что вы попали туда. На бакалейщика. Скажите, что надо делать, и я сделаю все. Я сделаю все, на что я способен, с кем бы мне не пришлось сражаться. Вот так. Не буду. Я говорю, не буду делать вид, будто я понимаю, о чем идет речь. Не буду. Особенно мне непонятно последнее заявление о взломщиках. Ну вот что. Я выбрал мистера Бэггинса, и будьте довольны. И если я сказал, что он взломщик, значит, он взломщик. Или станет взломщиком. Или станет. Когда понадобится. Учтите, в потайной ход горы без взлома не проникнуть. Мистер Бэггинс далеко не так прост, как вы думаете. Да. И совсем не так прост, как думает он сам. Да. Настанет время, и вы еще все будете благодарить меня за него. Если, конечно, выживете. Возьмите себя в руки, Бэггинс. Пора обсудить путешествие. Это карта старого Трора, вашего деда Тора. Он был королем под горой. В те времена гномы владели всеми сокровищами горы и жили в мире и дружбе с жителями озерного города. Но страшный и жестокий дракон по имени Смог выжег все в округе. Он похитил сокровища гномов и живет там с тех пор, сея страх и собирая жестокую дань жителей озерного города. Но мы, гномы, все это время помнили об похищенных у нас сокровищах. И особенно об алмазе Аркенстон. Аркенстон! Сердце горы! И мы все еще полны решимости вернуть себе эти сокровища. Вернуть их! И отомстить дракону Смогу, если удастся. В путь! В путь! И они запели таинственную песню гномов, которая сопровождала их во время всего путешествия. А хоббит, ему захотелось видеть огромные горы, слушать шум водопадов, сосен, разведывать пещеры, носить меч вместо трости
И вместе с тем он сам себя уговаривал: не будь дураком, Бильбо. В твои ли годы мечтать о всякой сказочной чепухе и драконах? Но страсть к приключениям неотвратимо завладела бедным хоббитом, мистером Бильбо Бэггинсом. За белый туман, священный горы уйдет караван. За быстрые воды уйдет до восхода, за кладом старинным из сказочных стран. Волшебники, гномы, минувшие дни, искусно металлы ковали они, сапфиры, алмазы, рубины, топазы хранили они, хранили они. И вдруг колокольный послышался звон, разверзла земля, почернел небосклон, где было жилище, теперь пепелище, и лето пощады свирепый дракон. И гномы, боясь наказания с уже не надеясь на силу чудес, укрылись богатых подземных палатах, и след их сокровищ навеки исчез. Сосные горы, где мрак и снега, куда не ступала людская нога. За быстрые воды уйдем до восхода, чтоб золото наше поднять у врага. Много дней и много миль осталось позади. Тропы, по которым они шли, были трудными, путь опасный и бесконечный. Однажды ночью они оказались высоко в горах на узкой площадке, на краю головокружительного обрыва, отвесно уходившего вниз. Началась гроза. Вы знаете, как страшно бушует молния и гром в горах ночью, когда две грозы идут войной друг на друга. Здесь находиться очень опасно. Если нас не сдует ветром и не смоет дождем, то любого может схватить великан и поддать такой, как футбольный мяч. Если вы знаете местечко получше, то возьмите и отведите нас туда. Надо кого-нибудь послать, найти убежище поудобнее. Я устал и боюсь. А я очень боюсь. Я боюсь сорваться в пропасть. Надо послать самых молодых. О, вот это справедливо! Ну, конечно. Всегда мы. Ага! А зачем хоббита брали? Зачем это его обязанность? Пусть он идет на разведку. А я в горах новичок. Ну все, хватит препирательств. Чили-кили, отправляйтесь, пока нас не поразила молнией. Когда ищешь, то обязательно найдешь. Ага. Вперед! Вперед!
Спору нет, когда ищешь, всегда что-нибудь найдешь, но совсем не обязательно то, что искал. Так и получилось на этот раз. В том и состоит коварство пещер. Никогда не знаешь, что там подстерегает тебя внутри. Ну, а пока вся компания, радуясь теплу, быстро заснула. Только Бильбо ворочался сбоку на бок. Ему снились отвратительные сны, и стая волков, от которой они едва спаслись, и косматые тролли, которым чудом не попали на ужин, и у которых раздобыли волшебный меч, и как высоко в небе несли их, спасая орлы, а потом ему приснилось, будто пещера дала трещину. Из этой трещины посыпались уродливые гоблины. Бильбо закричал, проснулся и тотчас понял, что это был совсем не сон. Гномы! И вот этот вот! Они прятались в художной передней галерее! С какой стати? Поручусь, они затевали какую-нибудь пакость! Нет, шпионили за моим народом! Нисколько не удивлюсь, если они воры или больше того, убийцы и друзья эльфов! Верно, не Ну что скажете? Гном Торин! Сын Твейна. Мы совершенно не виноваты в тех поступках, которые вы нам приписываете. Мы прятались в удобной и пустой, как нам казалось, пещере. От грозы прятались. Прятались от грозы. И в наши планы никоим образом не входило беспокоить гоблинов. А вам вообще понадобилось в горах? Кто вы такие, куда направляетесь? Я хотел бы знать о вас все. Мне и так уже много известно о ваших планах, так что выкладывайте все на чистоту. Мы гномы. А я хоббит. Мы хотели навестить наших родственников, которые живут к востоку от этих гор. Он лжет, о величайший из великих. Пусть лучше скажет, откуда у него меч из логовища троллей. Убийцы гоблинов и друзья эльфов! Летите их! Рубите их! Кусайте их! Грызите их! Бросите к ямы со змеями, чтоб не видели они больше дневного света! Скорей, скорей! Сейчас опять зажгут факелы! Скорей!
Что случилось? Что ты прыгаешь? Нога что ударил? Вставай, там же Я не встану. Я не встану. Я не встану. какой ты тяжелый. Торин! Все здесь? Все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Где Филикили? Филикили! Вот они. 12, 13 и Бильбо Бэггинс 14. Ну что ж, совсем неплохо. Могло быть и хуже. Могло быть и получше. Ой, и в самом деле, ну и страху натерпелись, и никакой надежды на еду. Хотя бы маленький кекс с изюмом. Кусок ветчины и глоток эля. И зачем только я покинул свою уютную норку? Зачем мы брали с собой в поход этого недотепу? А еще называется взломщик. Хвостун. Как все хоббиты. Где мы? Неизвестно. И по пятам гонятся за нами разгневанные гоблины! Мистер Бильбо Бэггинс стукнулся головой о камень, потерял сознание. Представьте себе, как он перепугался, когда пришел в себя. Кругом ни души, непроницаемая тьма. Мне лично не хотелось бы оказаться на месте мистера Бильбо Бэггинса. Ни в коем случае. Ой, где же это я? Куда ж теперь идти-то, а? Назад бессмысленно, вбок глупо, вперед. Придется идти вперед. Ой, что это? Кольцо? Интересно. Че-то оно тут лежит? Пусть лежит лучше у меня в кармане. Что это? Вода? Холодная? Ну-ка. Течения нет. Значит, не река. А что? Значит, это пруд или лужа. Вот мне матушка Беладонна сколько раз говорила, что в таких пещерах бывают пруды, где живут страшные рыбы с большими глазами. Потому что они все время пытались смотреть в темноте, и от этого у них глаза выпучивались. Но даже матушка Беладонна не знала, что там есть твари и пострашнее, чем рыбы. Они поселились в пещерах раньше гоблинов и теперь скрываются по темным закоулкам, шныряют, подсматривают, разнюхивают. И вот как раз там, где присел сейчас у озера наш хоббит, жил у самой воды старый голубь. Большая, скользкая тварь. Не знаю, откуда он взялся и кто, или что он был такое. Голубь, и все. Правда, сам себя он называл «моя прелесть». Блеск и блеск, моя прелесть. Угощение на славу. Какой сладкий кусочек для нас голова. А ты кто такой? А ты кто такой? Я Бильбо Бэггинс. Я потерял гномов и не знаю, где я. Да и знать не хочу. Мне главное отсюда выбраться.
А не присесть ли нам? Не побеседовать ли нам немножко, моя прелесть? Тебе? Да. Как ему нравятся загадки? Может быть, нравится. Ему нравится, то есть мне нравится. Но ты первый загадывай загадку. Не увидать ее корней, вершина толще тополей. Все вверх и вверх она идет, но не растет. Это гора. Ты знал. Ишь, как просто догадался. Но пусть будет у нас состязание. Ну, пусть будет. Если моя прелесть спросит, Так. а он не отгадает, Так. то моя прелесть его съест. Ну, это понятно. А если он спросит, а моя прелесть не отгадает, то тогда... Нет, я есть не буду. Ну, конечно. Не буду. Тогда мы сделаем то, что он просит. Мы покажем ему дорогу. Вот, это другой разговор. И... Моя очередь загадывать загадку. Так. На красных холмах 30 белых коней. Друг другу навстречу помчатся скорей. Ряды их сойдутся, потом разойдутся и мирными станут. До новых затей. Старье. Зубы, моя прелесть. Зубы. У нас их 6. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Теперь опять наша очередь. Ну, давай. Без голоса кричит, без зубов кусает, без крыльев летит, без горла завывает. Проще простого. Ну? Это ветер. Ты знал опять. Теперь моя очередь. Ну, говори. Сейчас ты меня помучаешься. 2 ноги. Так. На 3 ногах. А 4 в зубах. Вдруг 4 прибежали и с одною убежали. Это гоблин сидит на 3-ногой табуретке и держит в зубах куриную ножку. Бежала собака на 4 ногах и куриную ножку украла и убежала. Вот и все. Ну, Вот хорошо. какой смысл. Ну, твоя очередь, давай. Ее не видать и в руки не взять. Царит над всем, не пахнет ничем. Встает во весь рост, достанет до звезд. Все начинает и все кончает. Темнота. Кто? Это, я говорю, отгадка, темнота. Все, моя очередь. Без замков, без засовов, дом, слиток золота спрятан в нем. Судя по звукам, которые ты издаешь, отгадка кипящий чайник, да? Ну, дай пораскинуть мозгами. Дай пораскинуть. Пораскинь, если есть чем. Ну, Извини. Яйцо. Правильно. Твоя очередь. Ну, моя очередь, моя. Без воздуха живет она, и как могила холодна. Не пьет, хотя в воде сидит, в броне, хотя и не звенит. Ничего нет проще. Это, проиграл, Дело было худо. Вы-то знаете ответ. Или догадываетесь? Но вы-то ведь сидите дома с комфортом. Вас никто не собирается съесть. А Бильбо откашлялся разок-другой, но ответ не являлся.
Интересно, вкусный ли он, сочный ли он, можно ли его схрупать? Дай подумать, полминутки. Я тебе дал проскинуть, вот и ты мне дал проскинуть. Подождем, немножко. Ой, рыба. Это рыба. Все. Ну, пусть спросят еще раз. Хорошо. Давай. Так, слушай, внимательно. Ну. Слушай, что у меня в кармане? Ну, это нечестно. Почему нечестно? Потому что нечестно спрашивать меня, что у этого мерзкого Бегинса в кармане. Нет, ты отвечай, что у меня в кармане. Ну, тогда с 3 раз. Почему ты с 3? А с 3. Ну, вот так все с 3. Ну, хорошо, давай. Рука. Да вот они, руки. Нож. Нет, не угадал. Да. Бечевка или пусто? Не то и не другое. Время твое истекло, состязание окончено. Нет, да, ты проиграл. Нет, Все, показывай дорогу. Состязание окончено. Давай показывай дорогу. Все. Мы обещали вывести этого мерзкого Бегинса на дорогу. Возможно. Интересно, что у него в кармане? Что у него в кармане? Мне? Да. А тебя это не касается. Обещание надо выполнять. Вот и все. Давай. Да. Ничего. Мое волшебное кольцо поможет мне его съесть. Так. Вот она у меня. Тут она у меня. Исчезла. Пропала. Это же подарок на мой день рождения. Украли. Гремычные мы несчастные. А у тебя что-то случилось? Что ты потерял? Ничего не потерял. А я так почему спрашиваю? Потому что я ведь тоже потерялся и хочу найтись. Ты, между прочим, проиграл? Показывай дорогу. Загадка была нечестная. А что ты потерял? А что у тебя в кармане? А что у меня в кармане? Да. А в самом деле, что у меня в кармане? А сейчас посмотрим. Куда он подевался? Мы догадываемся. Это он нашел наше волшебное кольцо. Нашел и украл его. Наш подарок на день рождения. Месть! Месть! Мы найдем, надо найти, догнать этого хоббита, отобрать это кольцо и съесть этого мерзкого хоббита. Скорее к выходу. Там, чтобы не выпустить его, есть дорога к задней двери. Эй, моя прелесть. Спасибо. Теперь я знаю, где дорога к задней двери. Где он? Месть! Вор! Бесчестный вор! Украл мое кольцо! Ненавистный! Навсегда ненавистный! Эй, моя прелесть, прощай и пораскинь мозгами. Он бежал и бежал. Но все время его терзала крайне неприятная мысль. А не должен ли он вернуться назад и разыскать друзей? И только он пришел к решению, что это его долг, и почувствовал себя вконец несчастным, как вдруг услышал голоса. В конце концов, он мой друг, и не так уж плохо. Я за него отвечаю.
Безобразие, что вы его потеряли. Вообще не надо было брать его с собой. Пока только больше хлопот, чем пользы. Плевать я на него хотел. Да надо было выбрать кого-нибудь посообразительнее. Ну вот что, помогите мне его искать, или я ухожу. Дори шел последним и бросил его. Да он сам растяпа. А вы бы тоже все бросили, если бы вас в темноте хватали за ноги. Так что же ты не подобрал его потом? Да? Да. А если бы я промедлил хотя бы минуточку, гоблины мне бы голову оторвали. Нам некогда было друг друга пересчитывать. Да вечно он пропадает, чтоб ему пусто было. Ай, хоббит есть хоббит. Это верно. Я же вас предупреждал. Тоже мне взломщик. А взломщик тут как тут. Чего так все перепугались? Это же я, Бильбо Беггинс. Нори, Дори, Килли. Килли, да куда вы все подевали? Кто кричал? Да кто бы не кричал, завтра куда сидеть? Жаркая была схватка. Но дело того стоило. Шкура у них жесткая, зато внутри они наверняка сочные. Еще повисят немножко, вкуснее станут. Передержать бы, чтоб не засохли. Это что-то худоватое. Надо их убить сейчас, а потом пусть повисят дохлые. А? Да они и так уже дохлые. Ничего не дохлые. Сейчас один крутился. Видно, очухался. Идем, проверим. А ты прав. Завтра жив-здоров и решается. Сейчас перестанет. Эй, вы! Полегче! Эй! Жирный паук сгромоздился на сук и не видит меня среди белого дня. Эй, старый дурак, я подам тебе знак. Паутину бросай и меня догоняй. Эй, вы! Такие! Бильбо! Давайте быстро выпутывайтесь. И бегите, бегите, что есть силы. Бильбо! Давайте, быстро, а я их задержу здесь. Хе-хе-хей! Пауки, дураки. Паутину вьется нить. Мне готовят сеть. Но меня вам не скрутить ни за что на свете. А вот я вот. Вам везет. Слушайте, глядите. Пауки, дураки, ну-ка, догоните. Вы спросите, что было дальше. Слушайте. У одинокой горы вокруг озера стоял наполовину сожженный драконом город, в котором люди жили под страхом набегов и разорений безжалостного дракона. Изредка они собирались, чтобы вспомнить былые времена, когда край их был плодородным, изобильным, и они жили в дружбе и согласии с гномами, прежними владельцами одинокой горы. И тихо, чтобы не услышал дракон, они пели песни о том прекрасном дне, когда вернутся гномы.
Я Торин, сын Трейна, король под горой. Я вернулся. Снова вернулись! Значит, кончилось время дракона. Пришел час расплаты! Пришел час расплаты! За волю гор окрестных, пещер хрущевый скал, должны мы наконец-то подняться в старый вал. На чистом небосклоне все звезды заблестят, куплеты старых песен повсюду зазвучат. Зашелестят деревья, и травы запоют, и голубые реки в долины побегут. Терять время было нельзя. После короткой передышки отдохнувшие гномы двинулись к логову дракона. Это была самая опасная часть их путешествия. Люди города самыми добрыми напутствиями провожали Торина. Встреча с драконом. Не шутка. Кто мог знать, чем все это кончится? Настало время для того, чтобы уважаемый мистер Беггинс, который за время нашего долгого путешествия проявил себя как хоббит, исполненный дерзости и отваги, да, я бы даже сказал, наделенный запасом удачливости. Вот так, повторяю, настало время для того, чтобы мистер Беггинс оказал нам, наконец, услугу, ради которой мы взяли его в это долгое и опасное путешествие, и за которое ему обещано вознаграждение. Если от меня ждут, чтобы я первым вошел в потайной ход, о, Торин, сын Трейна, внук Трора, да удлинится бесконечно твоя борода. Благодарю вас. То так и сказал бы сразу. Я, конечно, мог бы отказаться, потому что я не раз оказывал вам услуги и заслужил кое-какое вознаграждение. Но я не хочу, чтобы вы думали, что имеете дело с бакалейщиком. Ну что да, вы, мистер Бэггинс, вот чтобы вам доказать, что я не бакалейщик, я согласен. Я согласен войти в потайной ход. Так, а кто составит мне компанию, а? Что я могу сказать в оправдание гномов? Что правда, то правда. Гномы не герои, а вполне расчетливый народец, превыше всего ставящий сокровища. Попадаются гномы и хитрые, и коварные, и вообще дрянные, но есть и порядочные, вроде Торина и остальных 12. Только не надо ждать от них слишком многого.
Ой, это же Аркинстон, сердце горы. Пожаловал вор. Я тебя чую. Я слышу твое дыхание. Милости прошу. Бери. Тут всего вдоволь. Не стесняйся. Спасибо. Смог ужасный. Только я пришел, как говорится, не за подарками. Я пришел посмотреть, так ли ты страшен и огромен на самом деле, как говорится в сказках. Дело в том, что я не очень доверяю сказкам. И как ты меня находишь? Поистине, сказки далеки от действительности. Мои зубы, мечи, когти, копья, удар хвоста подобен удару молнии, крылья несут с быстротой урагана, мое дыхание — смерть. Я слышал, что, вообще говоря, драконы мягче снизу, но у особы столь основательно защищенной должно быть все продумано. Так ли? Твои сведения устарели, вор во тьме. Сверху и снизу я покрыт крепкой броней. Я стар и могуч. Я, конечно, должен был бы и сам догадаться. Поистине, кто найдется еще, кто владел бы таким замечательным жилетом? Да, это большая редкость. Да. Смотри, что скажешь? Потрясающе! Восхитительно! Просто уму непостижимо. Старый дурак, болван. У тебя снизу в панцире дырка, и оттуда торчит голое тело, как улитка из раковины. Я не смею, доля, задерживать вас своим присутствием, ваше великолепие. Только мне бы хотелось на прощание вам сказать, что гномы, они не так легко ловятся. Да-да-да. И взломщики тоже. «Неразумно смеяться над живым драконом», — сказал он себе. И эта фраза впоследствии стала его любимой поговоркой, а потом и известной пословицей. «Приключение еще далеко не кончено», — добавил он. И это тоже была чистая правда. Рубите мосты к оружию! Не теряйте времени, Бэр, и помните, слева на груди у него в панцире дырка. Я видел это собственными глазами. Стрела моя, лети и бей Бенка. Сокровища горы снова наши! Я бы хотел напомнить вам об обещанном вознаграждении, а также о том, что неплохо было бы помочь людям города построить новые дома.
вместо сгоревших. Никто не имеет права на сокровища горы. Они мои. Смог украл их у моего деда. Смог разрушил город, а я убил дракона и освободил твое богатство. Разве тебя это не касается? Нам не о чем говорить. Так, но вы забыли, Торин, что вы в свое время сказали, что я могу взять все, что я захочу, в счет вознаграждения. Так вот, я при всех, я отказываюсь от своей доли, и этот камень передаю людям города. Архистон! Сердце горы, он мой! Он принадлежал моему отцу, он мой! У тебя доброе сердце, хоббит. Жалкий хоббит, паршивый взломщик! Будь проклят, Гендальф, который навязал тебя нам до отсохнутого борода! Остановись, твое желание исполнилось, Гендальф тут. И не трогайте хоббита. Вы тут всем в заговоре. Нет, Торин. Вот когда вы говорили, что я могу взять свою 14-ю часть в счет вознаграждения, может быть, я понял вас буквально, может быть. Просто мне казалось, что я кое-какую пользу вам принес. Для короля под горой вы ведете себя не слишком красиво. Это мой камень. Мой камень. Стойте! Сюда приближается войско гоблинов. Все по местам, пока есть время. Готовьтесь к бою. Страшная то была битва. Летели стрелы, сверкали мечи и копья. Мужественно сражался отряд Берда. Отчаянно дрались гномы и Бильбо Бэггинс. Кто-то из гоблинов стукнул палец и хоббита. Он упал и не слышал, как стихла битва и отступили враги. Ой. Ой. Ну что ж, к числу павших героев меня пока еще не отнесешь. Правда, не все потеряно. А? Ой, вот так сюрприз. Все-таки жив. Ну и рад же я. И я. Идем. Тебя ждут. Сейчас. Прощай, хоббит. Прощай, добрый вор. Я ухожу в чертог ожидания к своим праотцам. Ухожу до тех пор, пока мир не станет лучше. Я хочу проститься с тобой по-хорошему и забрать обратно свои слова. Прощай, король под горой. Никакие горы золота не возместят нам этой утраты. Но я все-таки рад, что разделял с тобой опасности. Потому что не каждому хоббиту доставалась честь участвовать в таких приключениях. Ты не прав. Ты не прав. Ты гораздо лучше, чем тебе кажется. Доля отваги, доля мудрости, сочетающихся в меру. Если бы наш брат-гном побольше его ценил застолье и песни, и поменьше золота, мир был бы гораздо веселее. Прощай.
ты отказался от права на свою долю. Да. Хотя тебя я бы как раз наградил гораздо щедрее, чем других. Спасибо, барин. Так мне сдается, что от кучи золота всегда куча неприятностей. Тогда прими наш подарок. Ой, спасибо. Спасибо, друзья. Прощай, Дори. Прощайте, Бильбо Бэггинс. Прощай, Нори. Прощай, Ори. Прощай, Оин. Прощай, Глоин. Бильбо! Прощай, Бафур. Прощай, Бифур. Бабур. Прощай. Двалин. Прощай. Кили-фили, прощайте. Ну что ж. Счастливый путь, Бильбо. Куда бы он ни лежал. Спасибо. Если Спасибо, барин. надумаешь нас навестить, какой пир мы тебе устроим. Спасибо, друзья. Спасибо. Да. Если будете в моих краях, милости прошу. Чай подается ровно в 4. А вас прошу заходить в любое время. Счастливо, друзья. Счастливо. Поскольку все на свете имеет конец, и даже наша повесть, то настал день, когда мистер Бильбо Бэггинс завидел местность, где он родился и вырос. Он вернулся в свой дом, и чайник на его плите свистел еще музыкальнее, чем в прежние времена, до эры нежданных гостей. Он пристрастился писать стихи и ходить в гости к эльфам, с которыми он вспоминал свои приключения. И до конца жизни он чувствовал себя счастливым. А жил он на редкость долго.